Всем привет! С вами IG Daily, культура скорости. И сегодня мы попробуем открыть новую рубрику и назовем ее Trash to Cash. То есть из какого-нибудь ведра будем восстанавливать нормальную технику. И что же у нас получится из этого? И сегодня у нас в этой рубрике самый первый, можно сказать, макси-скутер. Это Piaggio X8 200-кубовый. А предыстория этого мопеда, или как все скажут, макси-скутера, такая, что в объявлениях я нахожу этот макси-скутер. Чисто случайно наткнулся на него, потому что человек там написал, что он не ездит. И цена там стояла на нем в районе 450 евро. Я зашел, посмотрел, почитал за этот мопед. Мопед 2004 года, но, как вы видите, спереди и по бокам он очень современно выглядит до сих пор. И поэтому я решил позвонить, написать хозяину и спросить, что с ним. В общем, я позвонил, спросил, и хозяин сказал, что он этот скутер как проект тоже купил, он там не заводился и так далее. Он его там починил, поменял масла и все остальное. И сказал, что теперь что-то гремит в моторе. Но поскольку это итальянская техника Piaggio, то, в принципе, моторы у них долговечные, что меня очень удивило. Его надо постараться, как бы сказать, убить. Поэтому я сказал, ну, давай я приеду посмотреть. Взял прицеп, поехал на машине. Приехал, и да, действительно, масло в моторе свежее, в редукторе свежее. Мотоцикл заводился, но были шумы. И здесь, где вариоматик, то есть вариатор, там есть такая гайка, ее надо с нужным моментом закручивать, и желательно садить на резьбовой герметик, чтобы это все дело работало. То есть его надо закручивать правильно. В остальном он работал. Конечно, был пластик на солнце выгоревший, который тоже нужно было восстанавливать. Ну и гремело. Ну, не похоже было на звук гремящего мотора, скажем так. Поэтому я решился купить его и сказал, ну, я не знаю, это мотор, может быть, может не мотор. Ну, и на самом деле там стрёмно было покупать его, поэтому я сказал, давай 300 евро, я его сейчас забираю, вот на прицепе даю тебе деньги и все. Так и началась история этого Piaggio X8. В общем, я приступил к работе. Для начала мне надо было разобраться, будет ли эта техника работать, прежде чем я начну там полировать, еще что-то делать. Поэтому я начал с самого важного, то есть снял крышку вариатора и начал там смотреть, что там вообще происходит, в чем там дело. Итак, основная проблема была в том, что предыдущий хозяин раскрутил здесь, хотел почистить здесь центрифужные есть такие грузики, он их почистил и не с правильным моментом закрутил эту гайку, гайка раскрутилась, и вот это все отвалилось и тарабанило. Я заказал там новое, потому что немножко побило вал, там я его отшлифовал, сделал все. Здесь все тоже помыл, все очень даже неплохо выглядит, не шумит, но шумит ролик. Вот, даже слышно. Ну и, конечно же, придется менять ремень. Даже фокус не наводится, да, потому что вот здесь в трещинах. И придется это все менять. В общем, поменяется сам вариоматик, который здесь. Поменяется ролик и поменяется ремень. Дальше, как можно увидеть, здесь я уже феном нагрел. Нагрел феном, а здесь, которое еще не нагретое. Но видно, какое оно все серое. И, конечно, вопрос в том, надо ли это снимать или оставить так. И чем-нибудь просто натереть. Ну, это я еще буду думать, смотреть. Да, кто не знает, можно феном греть эти вещи всякие, которые здесь видно. И они будут обратно черненькие, красивенькие. И, конечно же, как только я снял крышку, оттуда выпала гайка, и все стало ясно, что я прикручиваю гайку, и это все заработает. Я очень этому, конечно же, обрадовался. Когда мы обсуждали с прошлым хозяином, что он обслужил мотоцикл, он сказал, я его спросил, в каком состоянии ремень? Ремень здесь в хорошем состоянии, говорит. Ну, в моем понятии хорошее состояние, это просто ремень, ну, который просто старый, да. Но здесь стоял весь потрескавшийся, порепанный. Грузики вариатора тоже уже были треугольные.
В принципе, они, если тюнины вы хотите купить, они будут тоже у вас треугольные. И, в общем, это было все в таком состоянии удручающем, что я полностью купил новый комплект вариатора и ремень. Так, пришел новое сцепление, пришло новый ремень. Я уже здесь все поставил. Вот. Ролик еще старый, еще не пришел. Здесь я уже все, в принципе, поставил. Надо будет только закрутить. Ну и этот надо будет затянуть и заклеить. Так, пришла последняя запчасть, ролик. Надо будет менять и все обратно в порядке забирать. И посмотрим, будет оно все работать или нет. Остается поставить эту крышку. И все на этом. Фильтр останется только прикрутить. И будем пробовать запускать. Заказал я этот комплект Variamatic. Он подходит, в принципе, от разных моделей Piaggio. И не было с этим никаких проблем. Стоило в районе 109 евро. Собрал я это, все смазал, все почистил. Также я сцепление почистил, немножко наждачкой обработал, потому что это, в принципе, важно, чтобы это все работало. Но, как я уже сказал, он его обслужил частично, то есть там была новая свечка. Свечка, кстати, очень дорогая на мопед, не знаю почему, в районе там между, где вы будете покупать, от 20 до 30 евро, а то и больше, если вы просто зайдете в магазин. Новая свечка, как я уже сказал, полностью было все неплохо обслужено. Здесь у нас в очень все хорошем состоянии, все помыто. Немец там некоторые шланги поменял, некоторые хомутики. И, в общем, смотрится очень даже ничего. Там я здесь открутил, потому что мне надо было другой там хомут снимать. Были некоторые трещинки, я их которые заклеил. В остальном, чем мне понравился этот макси-скутер, то что здесь полноценно влазит в багажник и сюда под сиденье два полноценных шлема. То есть вам не нужно отдельно никакой кофр вешать. И он современно выглядит. В общем, мне это все понравилось, и я начал с этим всем работать. После того, как я собрал мопед, он завелся, я очень радостный, прокатился на нем. Тоже мы поменяли. А поменяли мы полностью Variamatic, поменяли ролик и поменяли ремень. Сейчас будет первый запуск, я его не запускал. Не знаю, даже запустится он или нет. Я очень надеюсь, что запустится. Так, надо нажимать стоп. Так, это обычный свет, а это дальний. Ага. Надо не перепутать кнопки. О, даже тихо работает на самом деле. Блин, на скутере не ездил. Когда мы последний раз были в Испании, когда мы ездили? Лет 8 назад. Он стоял, на холостом работал, выключился, и больше он не завелся. А не завелся он по причине того, что не было зарядки на аккумулятор. Поскольку я
в своем гараже Брауншвайге оставил и зарядку, и все на свете. Мне пришлось поехать и купить зарядку. Я зарядил аккумулятор, пришел, поставил опять на зарядку, опять завел его и посмотрел, не дает зарядка. Ну, конечно же, я как опытный мотоциклист сразу полез в реле-регулятор, то есть посмотрел, подергал провода, и буквально на второй провод, который его дернул, он просто отвалился, потому что он оксидировался, отгнил. Да, я что-то думаю, чё нету зарядки? Чё ее нет? Как она может где-то быть? Непонятно. Да. И сделаем, и появится на этом это реле зарядки. Его не надо будет покупать, но оно недорогое, в районе там 20 евро. А вот эти надо будет новыми сделать. Купил новые клеммы, обжал это все это красиво проложил, засунул, и все заработало, зарядка пошла. То есть мне не придется лезть в генератор, с чего я боялся, потому что тут надо сливать воду, потому что здесь жидкостное охлаждение, сливать воду, какой-то, ну, реально геморрой, который бы я не хотел этим заниматься. В мопеде не работал передний суппорт, он заклинил. Это прошлый хозяин тоже сказал. В этом не было никаких проблем. То есть есть китайские аналоги, которые я и купил. Он стоил там 25 евро. Очень, в принципе, качественно выполненные. Я не нашел отличия между оригиналом и этим, кроме каких-то лейблов. Поставил, прокачал, все работает, все тормозит. Работа заключалась только в приведении вида, потому что здесь были царапины, я их немножко подкрасил. Здесь на хроме царапинки. Также отполировал, ну как отполировал, немножко привел в чувство это стекло. Суппорт тормозной, потому что там цилиндрики заклинившие были. Суппорт я купил новый и поменял. В принципе, здесь никаких проблем нету. Вот, можно посмотреть. Новые колодки, все новое, новую тормозуху я залил. Так, и здесь вот два бачка тормозных. Здесь я поменял, но пока еще ничего не мыл. А так, еще немножко подразобрал. Снял стекло, потому что оно тоже какое-то мутное. Попробую его отполировать. Снял зеркала, тоже их надо немножко сделать с феном, покрыть. Блин, без стекла мне даже больше нравится, если честно. Ну, вот оно сейчас такое мутное, стрёмное. Посмотрим, что получится с ним сделать. Отполируется или нет. Ну вот, повернули. Вот оно так блестеть стало. Ну, конечно, не новое, но выглядит очень достойно. В принципе, пойдет. Так, вот я их чуть-чуть тут феном сделал, покрасивее стали. Идет процесс обратной сборки. Морду собрал. Стекло, конечно, все равно не очень такое на вид осталось, но ничего страшного. Так, сегодня есть у меня такая банка. Вот это я не хочу разбирать до конца. Посмотрим, как будет после. Это специальное такое Beautiful Protect Tires Bumper Leather Tops. Посмотрим, как работает. Ну, попробовал полировать, конечно, как всегда получилась херня какая-то. Вот. Ну, тут уже, наверное, этот пластик ничем не спасешь. В целом, ну, мой девиз лучше, чем было. Также посмотрел, чтобы там все лампочки работали, и мы поехали на ТО, то есть на ТЮФ. И мотоцикл получил без всяких проблем ТЮФ. И я уже езжу на нем, ну, сначала, наверное, лето точно. То есть уже проехал на нем довольно много, наверное, в районе 1000 километров. Я мотаюсь в большинстве случаев по городу. И он для нашего города очень удобный. У него хорошая тяга, в нем много места. Я, то есть, езжу и с дочкой, и сам. То есть и с женой езжу. Короче, если вам быстро надо по городу или возле города, то эта техника очень удобная. Что я хочу сказать по поводу этой рубрики и вообще в целом? Я хочу сказать и показать, что
Во-первых, хороший мужчина, правильный, без проблем может восстановить такую технику. Если у вас даже нет денег или у вас тяжелая финансовая ситуация, то вы можете без проблем взять и элементарными вещами задешево, во-первых, купить задешево, во-вторых, сделать задешево. Если вы хотите потом продать, вы можете продать. Рынок этих мотоциклов начинается, макси-скутеров, извиняюсь, начинается с 1500 евро. Ну, по крайней мере, в Германии, не знаю, как там. То есть они до сих пор в цене, потому что современный вид, надежная техника итальянская. И это все до сих пор держится в цене. То есть вы превращаете, он не обошелся совсем вместе в районе 600 евро. Это вместе с техосмотром, со всеми делами, 600 евро. Очень дешевый на него налог, очень дешевая страховка на него. То есть он супер дешев в обслуживании и в содержании. И поэтому, да, вот так вы превращаете 600 евро в 1500 плюс, если вы это захотите. Это первое видео этой рубрики, то есть Trash to Cash. Я не знаю, как будут другие выглядеть ролики. У меня есть еще материал на настоящую Piaggio Vespa 50-кубовую, которую я взял по самому-самому низу рынка, и она выйдет в следующей или через следующую серию, это я еще посмотрю, подумаю. В общем, если вам этот формат заходит и вам понравилось такое видео, не судите строго, как я уже сказал, ставьте в любом случае лайки, пишите ваши комментарии, чего не хватает, как это должно выглядеть. Да, у меня нету моего прошлого помещения, моего гаража большого с хорошим освещением, поэтому я снимаю в том гараже, который у меня есть. Конечно, надо будет подумать, что делать с этой всей техникой, которую я буду восстанавливать, потому что эта техника, это я сделал для себя, то есть и Vespa будет тоже в семье, скажем так. Поэтому, что делать с другой техникой, где ее хранить, это надо будет, скорее всего, какой-то другой гараж брать. Пока вариантов я не нашел хороших. В общем, если найду, конечно, будут обратные автомобили и мотоциклы, и все это остальное, потому что мне нравится этим заниматься. Мне это в кайф разгадывать такие ребусы, чинить технику. Это все-таки очень интересно. А на этом все. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам всем понравилось. Всем пока!